Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня расскажу кратко без воды о новостях Германии, когда Фридрих Мерц ожидает формирования нового федерального правительства и какие первые законы он хочет принять в первые часы. А также уже началась война внутри новой коалиции между лидером социал-демократической партии Германии Клинбелем и Фридрихом Мерцем об увеличении минимальной заработной платы до 15 евро. А еще поговорим о том, как Дональд Трамп ставит под сомнение свою политику и опять меняет свои решения, которые буквально позавчера ввел. Что же подействовало так на него, что он метается из одной крайности в другую? Эти и другие новости разберем прямо сейчас. Начну с первой важной новости из Германии. Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер уже ранее обозначал возможную дату формирования нового правительства. Теперь же становится ясно, что и предполагаемый будущий канцлер страны Фридрих Мерц смотрит на ситуацию с оптимизмом. По его словам, к началу мая, а именно 6 мая, новое правительство должно приступить к своей работе. Об этом сам Мерц сообщил в интервью авторитетному изданию. Он отметил, цитата: «Тогда у нас будет чуть больше 2 месяцев до летних каникул, чтобы принять несколько срочных и важных решений. Так, чтобы люди почувствовали, что действительно начались перемены». Мерц, который является лидером Христианско-демократического союза, подчеркнул, что изменения будут ощутимы сразу по нескольким направлениям. В первую очередь он выделил такие меры, как усиление охраны границ, увеличение числа депортаций, включая нелегальных украинцев, афганцев и сирийцев, а также отмену закона о цепочках-поставках в рамках логистики. Кроме того, планируется значительное сокращение бюрократических процедур, которые, по мнению будущего канцлера, мешают развитию бизнеса и замедляют принятие решений. Мерц также затронул тему трудовой политики, в которой, по его мнению, тоже настало время перемен. Он заявил, цитата: «Чтобы появилась возможность работать более гибко, мы договорились о внесении изменений в закон о рабочем времени. В будущем речь будет идти не о максимальной продолжительности рабочего дня, а о фиксированной недельной норме. Это означает, что теперь предприятия смогут сами договариваться с работниками или профсоюзами о наиболее удобных моделях работы». Причем такие гибкие условия планируется ввести не только в частном секторе, но и в государственной службе, что откроет больше возможностей на рынке труда и создаст новые свободы для работающих людей. Однако перед тем, как канцлер будет официально избран в Бундестаг, а его кабинет назначен и приведен к присяге, необходимо пройти еще несколько процедурных этапов. Самое главное – это утверждение коалиционного соглашения, которое должно быть подписано между 3 партиями – Христианско-демократическим союзом, ХСС и СДПГ. Но прежде чем документ подпишут официально, он должен быть внутренне одобрен самими партиями. Например, в ХСС для этого созывается малый партийный съезд, а социал-демократическая партия Германии начинает со вторника 2-недельное голосование среди членов партии. Тем временем ХСС уже выразила свое согласие с условиями коалиционного договора. Глава ХСС Маркус Зёдер еще ранее упоминал, что 6 мая 2025 года вполне может стать днем назначения нового канцлера. Будет ли салют в Германии по назначению Фридриха Мерца канцлером, пока не уточняется. Но Маркус Зёдер заявил, что если все пойдет по плану, то коалиционное соглашение между Союзом ХДС, ХСС и СДПГ будет подписано уже 5 мая, а уже на следующий день, то есть 6 мая 2025 года, Фридрих Мерц может быть избран в Бундестаг. Об этом сообщил сам премьер-министр Баварии в ходе внутреннего заседания правления ХСС, которое, напомню, прошло в Мюнхене в четверг. Друзья, как только появятся новости по новым изменениям, я вам сразу об этом буду сообщать, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Следующая новость касается начала терок в новой коалиции. В Германии установление уровня заработной платы не относится к компетенции правительства. Этим занимаются представители тарифных сторон. Именно поэтому пункт о повышении минимальной заработной платы до 15 евро, прописанный в коалиционном договоре, лидеры партии трактуют по-разному. Например, председатель ХДС Фридрих Мерц и лидер СДПГ Ларс Клинбель видят в нем совершенно разные обязательства.
Накануне голосования членов Социал-демократической партии Германии по коалиционному соглашению с ХДС и ХСС будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения в ряде договоренностей, которые социал-демократы уже подают как окончательно утвержденные. Так, по словам Фридриха Мерца, рост минимальной заработной платы и снижение подоходного налога для граждан с малым и средними доходами вовсе не являются гарантированными. В интервью газете «Бильд» он заявил: «Мы так не договаривались». Особенно жестко он опроверг слова Ларса Клинбеля, который ранее заявлял, что минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 15 евро. Мерц подчеркнул, цитата: «Мы договаривались, что рассчитываем на то, что комиссия по минимальной заработной плате будет думать в этом направлении, но никакого автоматизма в законе не будет». По его словам, минималка может достичь уровня в 15 евро либо с 1 января 2026 года, либо уже с 2027 года. Однако окончательное решение остается за независимой комиссией, которая будет принимать его в автономном порядке. Друзья, в данный момент установлена по предложению этой комиссии и утвержденная правительством минимальная заработная плата, напомню, составляет 12 евро и 82 цента. Что же касается запланированного снижения подоходного налога для людей с низким и средним доходами, то и здесь, как отметил Фридрих Мерц, никакой твердой договоренности не было. Цитата: «Мы хотели бы договориться об этом с самого начала, но между нами и Социал-демократической партией Германии возникло разногласие, и в итоге этот вопрос остался открытым». Он добавил, что снижение подоходного налога возможно лишь в том случае, если государственный бюджет позволит это сделать. На вопрос, не опасается ли он, что к концу срока правления рабочие и служащие из-за роста социальных взносов и отсутствия налоговых послаблений окажутся с меньшими реальными доходами, Мерц признал, цитата: «На сегодняшний день эти опасения действительно не безосновательны. Но именно наша задача развеять эти страхи и сделать все правильно, чтобы по окончанию этой парламентской каденции люди сказали: теперь нам живется лучше, чем раньше». После завершения напряженных коалиционных переговоров сам Фридрих Мерц признался, что ему срочно нужен перерыв. Он сказал: «Мне надо немного отдохнуть, последние месяцы были крайне изнурительными, сначала избирательная кампания, потом сразу переговоры по коалиции, до этого еще и предварительные консультации и даже поправка Конституции. Пришло время немного прийти в себя». Оценивая весь процесс коалиционных переговоров между ХДС, ХСС и Социал-демократической партией Германии, Мерц отметил, что несмотря на большое количество противоречий, все прошло достаточно спокойно. По его словам, все оказалось куда спокойнее, чем это иногда выглядело в средствах массовой информации. В этом, по мнению Мерца, заслуга и главы ХСС. Маркус Зёдер со своей барочной манерой общения внес разнообразие и обеспечил хорошее настроение. Голосование членов Социал-демократической партии Германии начнется, напомню, во вторник, а результаты станут уже известны 30 апреля. В Христианско-демократическом союзе утверждением коалиционного договора займется Федеральный комитет партии 28 апреля, а руководство ХСС уже дало свое на это согласие. А теперь, друзья, действительно резонансная новость из Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп неожиданно пересматривает свои прежние решения, которые буквально еще позавчера принимал. Это касается пошлин Соединенных Штатов Америки для техники. Такой шаг еще недавно казался просто невероятным. Согласно официальным данным, Соединенные Штаты Америки исключают смартфоны и компьютеры из списка товаров, на которые распространялись спорные таможенные пошлины, введенные по инициативе того же президента Дональда Трампа. Таким образом, американская администрация делает еще один откат в своей торговой политике, ослабляя напряжение, связанное с экономическими мерами. Основанием для таких изменений стало документальное распоряжение, которое было опубликовано таможенной пограничной службой США. Согласно заявлению ведомства, новые пошлины не распространяются на целый ряд важных электронных товаров, таких как смартфоны, ноутбуки, жесткие диски и микросхемы памяти. При этом, как подчеркивается, служба ссылается на меморандум президента США Дональда Трампа, который был подписан еще в пятницу. Однако Белый дом этот документ пока официально не опубликовал, что добавляет интриги происходящему.
Предполагается, что такой разговор в политике стал ответом на растущие опасения внутри страны Соединенных Штатов Америки. Новые пошлины могли бы существенно удорожить электронику для американских потребителей, включая повседневные устройства, такие как смартфоны и компьютеры. Особенно важна эта льгота для продукции из Китая, ведь именно там, например, американские техногиганты, такие как Apple, производят значительную часть своей продукции. До этого Дональд Трамп последовательно повышал пошлины, он сначала ввел базовую ставку в 10%, а затем усилил меры для примерно 60 торговых партнеров, установив для них значительно более высокие сборы. В частности, для стран Европейского Союза были предусмотрены тарифы, как вы знаете, в 20%. Но уже через несколько часов после вступления этих тарифов в силу, в среду Дональд Трамп сделал резкий разворот и объявил о 90-дневной паузе. В то же время курс в отношении Пекина стал еще жестче. Сейчас Соединенные Штаты Америки требуют дополнительной пошлины в размере 145% на китайские товары, а Китай в ответ ввел 125% на американские. Этот конфликт грозит перерасти в полномасштабную торговую войну. На этом фоне Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры и глава Христианско-демократического союза, выступил с жестким предупреждением. Он заявил в интервью, что хаотичная тарифная политика Дональда Трампа может ускорить наступление нового финансового мирового кризиса. По его словам, глобализация пошатнулась в своих основах, а Германия, как одна из наиболее экспортно зависимых стран, может пострадать особенно сильно. Мерц также подчеркнул, что при своем первом визите в Вашингтон он намерен донести до Дональда Трампа, что Европа – это политически дееспособная и готовая к действиям объединения. Только так, по его словам, можно добиться уважения на международной арене. Также он высказался за увеличение импорта сырья из Соединенных Штатов Америки, особенно американского газа. Но, как отметил политик, крайне важно не зависеть от одного поставщика, а иметь несколько поставщиков. Вдобавок, Фридрих Мерц выступил за расширение торговли и с другими регионами мира. В их числе он назвал Канаду, Мексику, Индию, Японию, Южную Корею, а также весь юго-восточный, азиатско-тихоокеанский регион, включая Австралию и Новую Зеландию. По словам Фридриха Мерца, там скрыты огромные экономические возможности для Германии. Он также подчеркнул важность торгового партнерства с государством Меркосур в Южной Америке и со странами Африки. Таким образом, друзья, на фоне торговых потрясений, вызванных политикой Соединенных Штатов Америки, Европа и в частности та же Германия ищут новые пути экономического развития и партнерства. Друзья, а что вы думаете о данных событиях? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!